Всем привет! Оля! Мы в очередной раз пытаемся дойти до большой воды. В прошлые разы у нас были разные причины для того, чтобы туда не добраться. О них мы вам расскажем чуть-чуть попозже. Так что смотрим за тем, как у нас получается добраться до большой воды. А пока держите за нас пальчики. И это не просто большая вода, это еще и заповедник. В общем, должно быть интересно. Мы это сделали. Да, наконец-то большая вода, мы ее увидели. Да. Так мы радуемся, потому что нам это удалось не с первого раза. Да. Помнишь, как было первый раз? Первый раз мы пришли сюда, и все двери были закрыты. Мы прошли весь парк от края до края, ну, вдоль его с внешней стороны, потому что оказалось, что парк по понедельникам здесь не работает. И, кстати, вообще многое в понедельники закрыто, и имейте в виду, когда куда-то соберетесь, многие музеи и бесплатные площадки. В общем, в понедельник... Сидите дома или идите работайте. Идите работайте, да. Второй раз мы отправились сюда и... Ой, это было самое эпичное, наверное, что Мы поели бургеры. Мы поели бургеры, да. На входе парк был открыт, но в него не пускали, потому что... И активно из него всех выгоняли. Да, все активно всех оттуда выгоняли. Произошло преступление, и весь парк прочесывали вертолеты, военные, ОМОН бегали тут, ну, короче, накипиш был по полной. Честно говоря, по объему представителей власти мы думали, что война началась, там, Уругвай напал. На самом деле нет, просто какое-то такое рядовое, ну, не рядовое. В общем, случилось преступление внутри парка, и они искали потенциального преступника. Да. Интересно, у нас так же делают? Ну ладно. Сомневаюсь. Ну, было по ощущениям, что как будто диверсионная группа Уругвая проникла на территорию Аргентины. Да, потом в новостях узнали, как оно было на самом деле. А в следующий раз мы уже собрались в парк, уже практически оделись, и тут нам пишут друзья: «Хей, мы у вас на районе». Ну, мы, конечно, не могли отказаться и отменили прогулку в парке, пришли гулять с друзьями в другое место. Тоже как-нибудь вам его покажем, райончик Сан-Тельмо. Да, там проходят постоянные ярмарки по воскресеньям. Целая улица превращается в одну сплошную ярмарку. Ну, к этому мы вернемся позже. Да. И вот, наконец-то, сегодня вы уже видели прогулку, как мы шли, дошли. И, наконец-то, пришли к большой воде. Но, кстати, к слову говоря, это далеко не океан, как многие могли подумать. Это всего лишь пойма реки, точнее сказать, нескольких рек. Тут есть реки такие, как Уругвай и... Как она называется у нас? Парана, что ли? Сейчас я это вставлю. Я найду эту реку. Да, и река Парана. Вот. В общем, здесь реки изливаются, попадают в мировой океан, но океана мы еще не видим, поэтому и вода на самом деле такая достаточно мутная, илистая, и ну как бы здесь купаться нельзя. Но, кстати, местные вроде как летом купаются. Сейчас, вы помните, у нас осень. Ну да, некоторые сравнивают эту воду с Мальдивскими островами, где там вода прозрачная, и такие: ой-ой, мы туда не пойдем. Или в Бали, ну, судя посмотреть, как бы на воду, ну, тот же самый наш Шарташ. Как бы. Бывает. На самом деле, парк мне лично, ну, это заповедник и парк, мне очень понравились. Здесь много растительности, вот то, что я люблю. Никогда все идеально по линеечке, да, там подстриженные газоны, когда такие заросли буйные. Нам пока не удалось встретить никого из животных, но, говорят, здесь много кто есть, и змеи, и ящерицы, и черепахи, и даже капибары вроде встречаются, и дикие кошки. Ну, в общем, много всего интересного здесь можно встретить. Еще здесь прям целые группы занимаются бёрд-вотчингом, любуются птицами. И это здесь, в Аргентине, очень такое популярное занятие. В парке можно бегать, кататься на велосипедах. Единственное, что с собаками не пускают, поэтому имейте в виду. Правда? Да. Собак? Потому что заповедник. Не знал. Да, здесь очень много отдыхающих. Мы сейчас находимся на берегу, и здесь оборудованы такие зоны с столиками, куда можно приходят как местные и
собственно говоря, отдыхает, просто смотрит на воду, кто-то приносит с собой маты. Кто-то занимается йогой, проводит пикники. Ну, в общем, такое приятное место для досуга, для встречи с друзьями. И что нам особенно понравилось, и что было классно и интересно, это то, что здесь все очень оборудовано. То есть, правда, за этим местом следят. И мусор убирают, и туалеты есть, что немаловажная часть для комфортного отдыха на природе. Да, вон у нас одна прямо за тобой стоит. А на входе фонтанчики питьевые, тоже все бесплатно. Да, а еще мне понравились эти штуковины, которые, я так понял, что здесь арочки стоят, и, видимо, летом из них поливает вода, чтобы для освежения пространства. Ну, или, может, для велосипедистов. Мы таки не поняли, для чего Мы они. не поняли значение этих конструкций, но интересная затея. Да. Вернемся обязательно сюда снова. Надеюсь, уже на велосипеде. Угу. Ссылку на этот парк, на заповедник мы оставим в описании, и вы можете ознакомиться с правилами, с графиком работы и вообще узнать, какие животные здесь водятся, сколько их видов, и уже спланировать свое путешествие сюда. Я планирую сюда возвращаться, а ты? Я? Ну, думаю, да. Может быть, как-нибудь на квадрокоптере полетаем? Да, хорошая мысль. Как минимум туда, на воду слетать. Ссылочку мы оставим в описании. Спасибо, что смотрите нас. Как всегда, лайки, комментарии, вопросы, все приветствуется. Подписка еще. Подписка. Куда же без нее? Подписка, конечно же. И, друзья, кстати, какие у вас любимые парки и что для вас важно в отдыхе на природе? Поделитесь, пожалуйста. Пока-пока. Пока. Вероника беременную, оказывается. А ты не знал. А я не знал.